Ну, рассказывай, какие сегодня у тебя уроки были. Давай, мусор, не мусори, вот У пакет, меня был пакет Хаят открой, клади. Бельгиси. Так, что это такое Хаят Бельгиси? Не Хаят знаю. здоровье. Это типа, наверное, что делать можно, что нельзя? Что ты там делал на этом? Да. Клади Там- сюда вот мусор в пакет. Руки мы туда-сюда. Что еще? Потом еще раз Хаят Бельгиси. Потом Два роботехник. Робототехника была? Мы оригами делали. А, Я сделал блокнотик оригами, могу показать. Дома, когда придем. молодец. Твое любимое занятие, да, оригами? Два урока. Роботехника. Потом музыка. А, Мы там смотрели мультики только. мультик? А что за мультик? Не знаю. Интересный? Мне не понравилось. Плохо нарисован? Отлично нарисован. Какой инструмент мне не понравилось. И все занятия просто посмотрели мультик. Потом физкультура. Там были и баскетбольные мячи, и футбольные, и волейбольные, и ракетки с мячиками, и бадминтонные, как его, ракетки. Валанчики тоже, да, бадминтонные? Валанчиков не было. Был стол, на котором играли. Бум-бум. Еще было... А ты же что-нибудь без формы было, ничего страшного? Все без формы были. Все без формы? Все без формы. Там были обручи. Так. Там были всякие принадлежности. Какого плана? Как этот. Физкультура же бывает вот так вот. Змейкой бегать. Это. Такие принадлежности были. Так. Ну и все. Какой тебе урок больше понравился сегодня? Физкультура. Ты быстро бегаешь? Быстрее всех? Из нашего класса быстрее всех. А вот один класс были? Один класс был на занятии? А где у вас спортзал? Второй этаж. Налево. Идешь до конца. Получается, у него окна на ту сторону выходят, на противоположную, да? Да. Я видел его окна, когда мы у А101 стояли. Понятно. Большой, да, зал или такой небольшой? Огромный. Как трехкомнатная квартира, только все стены сбиты. Понятно. Так, что еще интересного? А музыка просто класс? Небольшой, такой же, как ваш? Наш чуть больше. А И он весь стеклянный. музыкальные инструменты там есть какие-нибудь? Гитара, саксофон, пианино. Не пианино этот. Электронное пианино. Электронное пианино, да. Треугольники, барабаны были. Ложки были. Ничего себе. А разрешают на всем этом играть? Я поиграл только саксофон, их надо в розетку вставлять, чтобы работали. Я на гитаре поиграл игру в кальмара. Вот так вот, Как ты научился? ритм. Ну что, ты научишь турецкий язык немножко? Попроси, скажи, научите меня играть на гитаре. Учителя. Музыки. Или хотя бы, что мне надо, чтобы научиться играть на гитаре? Математика какая-нибудь была сегодня? Русский язык там какой-нибудь? А турецкий? Вчера была, да, математика? Сегодня не было. Вчера не было математики. Понятно. Это учитель 4 класса пришел к нам, математику занимал. Понятно. А ваша, получается, заболела учительница? По английскому, да. А по математике? У нас математики не было в тот день.
Он просто пришел и начал математику нас учить. Там какая-то другая тетя пришла, тоже знает на английский. Угу. И мы с ней говорили. Понятно. Она хорошо знает не то, что некоторые учителя. Да? Угу. Вот видишь, Миша, Одна моя учительница знала хорошо. Ну, не хорошо, но так вот, знала английский. как хорошо, что ты занимался английским. Теперь можешь, так сказать, общаться с учителями по-английски. А то представь себе, ты Если английский я не буду знаешь, знать. и они английский не знают. Поэтому дальше английский тоже учи. Понятно? Кстати, знаешь, почему многие знают английский? Почему? Потому что там другим детям также говорят английский. Твой папа вон туда вот ходил и смог поговорить на английском. Ага. Так всем детям мамы говорят, где моя маска? В корзинке не она? А, нет, в корзинке ничего. Где? Потерял? Потерял. Надо попросить, чтобы мама скинула маску. Либо коробку. Понятно. Итак. И так сказали другие дети тоже, что им папа говорил, мама говорила. Нет, я просто поразмышлял. А, молодец. Потому что всем мама говорила, учи английский, вот твой папа там-то, 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 там-то с турком смог поговорить на английском. Правильно. А еще ты сказал, что сегодня знакомился с школьниками, которые говорят по-русски. Да? Угу. Как их зовут? Эльмира. Эльмира. Это которая к нам забегала. Угу. Эльмира, да, зовут? Артем. Артем. Мальчик. Как твоего друга. Соседа. У тебя, кстати, был Артем еще и в школе. В детском саду были два И Артема. Барыкин и Игнатьев, да. Да. Я их еще помню. Популярное имя. А еще кто? Ты говорил 3 человека. Да, 4. 4? Тимур. А, И, по-моему, не знаю, как ее звали. То ли Алиса, то еще как-то. Ну, что-то похоже на имя моей двоюродной сестры Алисы. Как-то так ее называли. но она должна быть взрослая. Алиса. Она самая маленькая. Самая маленькая? Самая маленькая. Может, я что-то путаю. Понятно. Когда... Ну, папа, почему наша горка была мокрая? Ага. Мы по ней вот так вот могли ходить ногами. Где, дома? Или где? Или там, в школе? Там, Не в знаю. школе. Мы договорились, что завтра встретимся. Окей. На каждой перемене мы бегали на улицу и гуляли там вместе. Ну, это... Ты... И только потому, что я видел и говорил... Не, я их увидел на площадке и сказал: привет, как вас зовут? Давайте дружить. Молодец. Только это было на каком-то 3-м уроке. Понятно. Кстати, ты еще объясни зрителям, что у вас на улице это не совсем улица, это просто во дворе, Да, в школьном дворе. У вас только одна калитка, да, через которую мы заходим, открыта? Черная есть. Девочка зашла через вторую калитку. Ну, а что она не закрывают. Понятно. Там во дворе у вас какие-то горки, что-то такое, да, стояло? Детская площадка? Качели. Турник только на штуках, которые качаются. Туда-сюда. Качели. Горка, как у нас во дворе. В заднем дворе. Сзади дома стоит. И
лавочки. Ага. Не лавочки, а стол с лавочками. В детском саду был такой один. Понятно. А расскажи, что сегодня кушали вы? Подливу с мясом, с картошкой, с морковкой. И вкусно было? Да. Рис с макаронами, или как это называется, с вермишелью. Ага. И только они какие-то более черноватые, более Да, они такие коричневатые. темные такие, да, они такие делают почему-то, да. Ну, мне очень понравилось. Вкусно, да? Я еще хлеб взял. Беленький хлеб? Или темный тоже бывает? Беленький. Батон. Угу. Так, окей. Я осмотрелась, воды не было. Ни на завтраке, ни на обеде. Там сок я еще выпил. А, сок был на завтраке? Или на обеде? полднике. На полднике? Правда, он какой-то такой несладкий был. Не сладкий? Он более такой, фруктовый был. Ну, типа, Персиковый. может натуральный какой такой. Угу. Понял. Еще попкорн давали на О, на обед? полдник. На полдник. Ничего себе. Соленый. Соленый? Я люблю соленый попкорн. Клево. Такой вот. Наверное, такой солью делают такая вкусная. Ага. Хорошо. На завтрак я ел сыр, яйцо было. Ага. Вареное. Да. Не, ну а что, вот так вот разбил, вот так вот и выпиваешь, что ли, Не, да? может, яичница была. Нет. Хлеб. Ага. И все. Все? Варенька. И варенька еще. Ты сегодня не кушал вареньку, да? И тебе принес. Да. Будешь каждый день приносить. И скоро у нас целая банка накопится варенья. Такие маленькие квадратики, как в аэропорту бывают, такие в гостиницах на all-inclusive. Такие порционные варенья. Миша принес сегодня одну. Я убрал ее в холодильник. Одну, потому что их мало было. Понятно. Добытчик. Когда наша кончится, не надо покупать лишние деньги тратить. Мы можем варенье там каждый день брать. Натаскать, да? Угу. Понятно. Еще Олег может брать. Будет в 2 раза быстрее. Понятно твоя идея. Олег, он, видите, вдалеке едет на велике. Делюшкой. Он замерз, капюшон одел. Сейчас скажем, чтобы он с нами посидел, поотдохнул. Что там еще интересного в школе было? Ничего мне забыли? Сегодня Миша герой еще утром ходил, кровь сдавал. Из вены брали. Из вены брали, да? Кровь брали. Не больно было? Олег, идем сюда. Отдохнешь. Я не хочу. Олег, ну тормози. Сначала была резкая боль, а потом уже рука онемела, кровь взяли. А, И перестала болеть. понятно. Погнали дальше куда-то. Ну катнись, потом гоняем, может, в магазин за специей, которая маме нужна. Давай. А что, маме, еще что надо? Специя. Какая? Тимьон. Тимьон. Для следующего рецепта или для этого? Не. Для этого рецепта у него все есть. Я купил ей зер. Не хватало ей Куркуму. куркумы, я купил ее. Выключай. А то зрители Ну. уже замучаем. Замучаем? Я могу Ну. рассказать примерный план школы. Да? Давай рассказывай сюда. Сначала вход. Стоит ресепшн. Ага. А там кто-то есть на этом ресепшене весь день? Нет. Просто ресепшн, просто такая суета. Слева 5 класс, 5 А. Там вся школа в А классах. 1 А, 2 А, 3 А, 4 А, 5 А, 6 А.
7 А, 8 А, 9 А, 10 А, 11 А. Дальше. А 5 ты класс. обратил внимание, Миша, я что перебиваю? Наверху, рядом с Олегом, рядом с этим по спортзалом, есть еще кабинет, у них подписано Шахты. 11 ТМ, 11 ФМ. 11 класс, получается, разделенный. Может быть. Смотри, дальше. Да. Спереди у нас сразу же, как только зашли, у нас всякие офисы. Ага. Там директор сидит, там. Директриса, а директор следующий. А, за ней туда, да? Угу. Да. Понятно. А где твой кабинет, получается? Сейчас расскажу. Дальше справа у нас сделали выставку картин. А, Очень красивые были. ребята рисовали, да? Да. Хорошо. Дальше. Ходим дальше. Видим первый класс. Они, получается, самый ближний к двери, да, получается, первый класс? К выходной. К входной, да. Да. За ним чуть дальше второй класс. Угу. А за ним третий класс. Твой, да? Мой класс. Дальше четвертый класс. Угу. Прямо какая-то дверь. Я не знаю, что это за дверь. Ну, мало ли. Серая. Дальше, если повернуть налево, мы по правой стороне увидим опять офис. Ага. Потом идем дальше. Повернули налево. Видим туалет РККВС. Ага. Это для кого? Для мужчин. Для парней, эркек. Там у вас отдельно мужской, женский и До туалета. для учителей, по-моему, еще средний написано. Да. Эритмен написано. Поехали. Потом дальше у нас 7 класс. Сейчас Миша договорит. Ага. Потом мы разворачиваемся, идем прямо. Шкафчики стоят. Локеры. Потом, если посмотреть налево, будет входная дверь еще одна. На задний ход. А. Не, бок. Вот смотри, вот это школа. Вот моя рука, это школа. Есть ход. Сюда вот прошли. Здесь вот второй вход. Ага. Дальше выходим. Там буфет. Ага. Смотрим направо. Потом поднимаемся на лестнице. Ага. Кстати, а где обед? Там, где буфет? Обед? Нет. Сейчас я скажу. Давай. Поднимаемся наверх. Прямо по курсу видим... Там шкафы стоят. Нет. Когда по лестнице поднимаешься, сразу в шкафу упираешься. На втором этаже. Да. Там слева какое-то место. Я не знаю, что там такое. Если повернуть направо, смотреть направо, там лаборатория у нас. Левее шахматы. Если подойти к лаборатории, повернуть налево, там у нас спортзал. Ага, понятно. Дальше, если развернуться, пройти туда, у нас музыкальный зал. Дальше какой-то еще зал, наверное, для экзаменов. И Может быть. дальше рисовальный класс. Там оттуда эти картины взяли. Понятно. Дальше, прямо по курсу, я не знаю, там не подписано ничего, двери две. Поворачиваем налево, там видим мудфак, кухня. Ага. И потом поворачиваем налево. Направо точнее. И там у нас обед, завтрак, обед. Получается, над входом, да? Примерно. Плюс-минус, да. Над входом. Почти. Прямо над входом, да. А столовая большая? Да. Как 2,5 наших класса. А все школьники сразу умещаются в столовую? У нас в столовой все школьники вмещаются. Ну да, большой тоже был.
класс. Ну, Там дома. У нас, знаешь, у нас столовая была как актовый зал. Понял. Актовый зал чуть-чуть больше, он у нас самый большой. Но актовый зал огромный, просто огромный. Сказал «у». По всему залу этому слышно. Понятно. Даже если тихо, вот так вот сказал «у». По всему залу. Понятно. А там идем дальше, вперед. Ага. Упираемся в стенку, там лавочка. Обычно старшики там играют в карты. Старшаки в карты играют? Да. На уроках? Или на перемене? Ну, перемене. Потом поворачиваем налево, 9 класс. Идем дальше, 10 класс. Ага. Идем дальше, 11 класс. Ага. Идем дальше, 12 класс. Понятно. Про 12 класс не знаю, и я не помню. Потом, ну все. Просто я А в дальше середине иду. лаборатории, да, у вас? На первом этаже офисы, а на втором этаже в середине лаборатории. Да? И лаборатория, и музыкальный зал вместе. А, понятно. То есть музыкальный зал тоже в середине здания находится. Да, он левее. Он левее лаборатории. Точнее. Понятно. Вот небольшая Экскурсия. экскурсия по нашему школе. Понятно. По нашей школе. Ну, в принципе, мне так более-менее понятно, как-нибудь надо еще и зрителям. А мама снимала, да? Они, может быть, поймут тогда, где что есть. Потому что, мне кажется, будет интересно людям с твоими комментариями еще раз пройти по школе. Но это как-нибудь в следующий раз. Ну ладно тогда, на этом заканчиваем. Вы можете пройтись. На перемене. Понятно. На перемене после обеда. После обеда у нас 30 минут отдых. Большая Понятно. перемена. Понятно. Ну лады. Идешь еще этот. Когда на улице гуляешь, Ага. тебе, наверное, кажется, что вообще не слышно, когда ты на улице, не слышно звонок. Ага. На самом деле нет. Громкоговоритель висит на улице у нас. И мы слышим. А какой у вас звонок? Пение. Пение? Мгм. Так поет, да? Вместо колокольчика вот такой вот какая-то мелодия. Да. Кто-то поет еще. Кто-то поет, да. Понял. Прикольно. Ладно, спасибо, Миша, тебе за комментарий подробный. Как-нибудь тогда расскажешь еще.